Всем привет! С вами я, Аня, и канал Идейки за копейки. Ребята, ловите суперские идеи антистрессов с Хаги-Ваги. Это и картинка, которая меняет цвет, и бумажная кнопка попыт с сюрпризом Хаги-Ваги и Хаги Амангасом. А также фокус, кто же прячется в темноте и может напугать. А в бумажную книгу-игру Poppy Playtime вы с удовольствием сыграете с друзьями и одноклассниками. Туториал на эту книгу в следующем видео. Подписывайся на Идейки за копейки, приглашай своих друзей и поехали! Берем листочек высотой 4,5 и длиной 19 сантиметров. Делаем отметки 8 и 3 сантиметров. Для себя я отмечаю границы для рисунка. Он должен поместиться в эти 3 сантиметра. Я решила нарисовать силуэт всеми любимого Хаги-Ваги из Poppy Playtime. Этот персонаж полюбили многие за милый внешний вид. Несмотря на очаровательную улыбку, несуразный вид и добрые глаза, это все-таки страшный монстр, который слопал весь персонал фабрики. Если тебе нравится этот милаш-очароваш, скорее ставь лайк. Вырезаем рисунок по контуру, я обычно использую маникюрные ножнички. Начинаем вырезать картинку с центра. Я решила контур обвести линером, так рисунок будет выглядеть ярче. Теперь делаем сгибы к отметкам, которые мы делали ранее, 8 и 3 сантиметров. Оба края сгибаем по очереди к дальней отметке. Повторяй за мной, и у тебя точно все получится. На одной стороне я нарисовала Кисси-Мисси. Она является то ли родственницей, то ли подружкой Хаги-Ваги. Если знаешь, кто она такая, пиши в комментариях. Ей я нарисовала милую улыбку, а Хаги-Ваги со стрющими зубами и, конечно же, очаровательной улыбкой. От нее никуда не деться. Оба рисунка раскрашиваем маркерами. Для своего антистресса фокуса ты можешь выбрать любой персонаж, который тебе нравится. Раскрашиваем рисунки маркерами или фломастерами. Сначала улыбки красным, Хаги-Ваги синим, а Кисси-Мисси розовым. Мне так понравились эти яркие персонажи, поэтому я готовлю новые видео с ними. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить классные новые идеи. Рисунки готовы. Берем степлер и скрепим рисунки, как показано на видео, с двух сторон. Готово! Теперь движение пальчиками, и рисунок меняет цвет. Хаги-Ваги и Кисси-Мисси. Мне так понравился этот антистресс, поэтому я сделала еще несколько с M&M'сами, мальчиком и девочкой, с охранниками из игры в кальмара и куклой-роботом. Как она выглядит снаружи и внутри. А также фокус с пирожным, которое меняет цвет. Берем квадратный листочек цветной, желательно двусторонней бумаги. Для изготовления самих коробочек нам не понадобится ни клей, ни ножницы. Листочек размером 14 на 14 сантиметров складываем пополам. Раскрываем и снова складываем пополам. Раскрываем и все углы сгибаем к центру вот так. А пока жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на Идейки за копейки. У нас много отличных идей и готовим для тебя суперские новинки. Получившийся квадратик делим для себя на 3 части. И сгибаем вот так, снизу вверх. Затем делаем такой же сгиб на параллельной стороне. Точно так же складываем 2 другие параллельные стороны квадрата. Раскрываем 2 параллельных треугольника и складываем, как показано на видео. Повторяй за мной, и у тебя точно все получится. Если не успеваешь, делай паузу и повторяй дальше.
Раскрываем и с легкостью собираем коробочку. Сначала с одной, а затем и с другой стороны. Коробочка готова. Делаем 2 одинаковые заготовки. Теперь нам нужно сделать надрезы в 2 заготовках с внутренней стороны. Я использую канцелярский нож, можно использовать маникюрные ножницы. Главное, очень осторожно, чтобы не пораниться. Должны получиться вот такие отверстия. Коробочки склеиваем вот так. Клеем мажем до вырезанных отверстий. Теперь нам нужно сделать коробочку меньшего размера. Берем квадратик размером 12 на 12 сантиметров, желательно другого цвета. Для своей игрушки я выбрала яркие цвета. Бумагу можно использовать либо ксероксную, либо даже плотнее. Коробочку собираем точно так же, как и предыдущую. Честно говоря, 2 и 3 я собирала уже гораздо быстрее. Главное терпение и желание, и тогда уж точно все получится. Заранее можно потренироваться на черновиках. Ура! Все мои коробочки готовы! Меньшая должна с легкостью помещаться в коробочку большего размера. Если что-то мешает, можно поправить все швы в фигурках. Берем лист А4 любого цвета, у меня обычный белый ксероксный. Складываем пополам вот так. А теперь собираем в одну плотную полоску. Теперь из этой полоски мы должны сделать пружинку-гармошку. Квадратик пружинки должен с легкостью помещаться в нашу меньшую коробочку. Пружинка получается очень крепкая и пружинит очень хорошо. От пластиковой бутылки отрезаем ровную гладкую часть. Нам нужно вот такое кольцо. Помещаем его в отверстие между 2 коробочек, которое мы сделали заранее. С одной стороны делаем вот такой сгиб, квадратик. Как раз на него мы приклеим зеленую кнопку. А клеить будем с помощью двустороннего скотча. Также можно использовать любой клей. Пластик вклеиваем вовнутрь кнопки. Белую пружинку вклеиваем ко дну и в зеленую кнопочку. Теперь проверим, как работает механизм. Он готов и работает отлично. Подготовим рисунок. У меня это Хаги-Ваги. Вы можете выбрать любого понравившегося персонажа. Рисунок раскрашиваем и вырезаем. А теперь клеим его на двусторонний скотч к пластику. Лишний пластик по краю обрезаем, чтобы игрушка выглядела аккуратно и красиво. Игрушка оригами Pop-It готова. Осталось сделать крышку. Берем прямоугольник размером 6 на 9 сантиметров. Складываем его, как показано на видео, и вклеиваем с помощью клея-карандаша или двустороннего скотча. Если тебе нравятся такие поделки из бумаги, пиши в комментариях и ставь лайк. И я обязательно буду их делать побольше для тебя. Игрушка антистресс получилась просто вау! Я сделала 2 с Хаги-Ваги и Хаги Амангасом. Буду снимать стресс. Советую тебе сделать такую игрушку и удивить друзей и одноклассников. Нам понадобится прозрачная обложка или файл. Я использую обложку для тетрадки. Подготовим рисунок любой страшилки, которую вы хотите. У меня улыбающийся монстрик Хаги-Ваги, который выпрыгивает из темноты. Теперь нам нужно этот рисунок обвести на пленку. Используем перманентные маркеры. Они очень быстро сохнут, не вытираются и не размазываются. И так игрушка прослужит вам долго. Рисую Хаги-Ваги с огромной рукой и когтями. Можно рисунок оставить так, как есть, а при желании можно его раскрасить. Для этого я использую спиртовые маркеры. Улыбку Хаги-Ваги раскрашиваю красным, руки и ноги желтым,
а туловище синим. Цвета на обложке получаются не такие яркие, как на бумаге, но это не страшно. Нам нужен лист А5 черной бумаги или картона. Вкладываем его в обложку или файл вот так. От обложки у меня остается вот такое лишнее. Если есть лишнее, обрезаем. А теперь нам нужно скрепить нашу игрушку. Для этого я использую степлер. Соединяем с помощью степлера по краям. Если его у вас нет, вы можете использовать либо двусторонний скотч, либо обычный скотч. Из тонкого картона я сделала вот такой фонарик с длинной ручкой. Раскрасила его желтым, а на конце оставила белым, как свет фонаря. Это очень важно. Не раскрашивайте полностью желтым, потому что не получится нужный эффект. Ну что, проверим, как работает игрушка. Кажется, что комната совсем пустая и темная. Светим фонарем и видим злого Хаги-Ваги, который выпрыгивает из темноты прямо на нас. Если честно, очень классная игрушка, и сделать ее, как оказалось, очень просто. Итак, у нас есть первое задание. Откроем и прочитаем его. Найди цветок. Мы находимся на старой фабрике по производству игрушек, на которой поселился огромный игрушечный монстр. Нам нужно найти цветок. Мы видим видеомагнитофон. Нужно вставить в него кассету, поэтому мы должны ее найти. Подходим к стойке регистратуры и ищем кассету. А вот и она. Вставляем ее в зеленый видеомагнитофон, который стоит на столе возле Хаги-Ваги. Теперь нам нужно просмотреть запись. Смотрим ее очень-очень внимательно. А здесь мы и находим долгожданный цветок, который нам так нужен. После просмотра видеоролика заходим в сувенирный магазин. Видим движущийся по рельсам поезд, изучаем цвета вагонов. Теперь возвращаемся в зону службы безопасности. Здесь есть дверь с цветной клавиатурой. Вводим те цвета, которые увидели на поезде. После ввода кода мы открываем дверь и получаем синюю левую руку. Давайте примерим ее. Идем дальше. В центре комнаты огромный игрушечный монстр, который шевелит своими глазами. Давайте немножко подразним его, ведь это же просто игрушка. Нам нужно открыть красную дверь. Она не открывается, так как нет электричества. Ищем ключ за множеством дверей, с помощью которого мы сможем открыть энергетическую комнату. А вот и сам ключ. Открываем дверь с надписью Power. Дверь открыта, можно войти в нее. Нам нужно включить питание. Для этого мы собираем пазл. Честно говоря, собрать этот пазл задание не из легких, потому что здесь всего два цвета – черный и желтый. Но все-таки, чтобы пройти дальше, нам нужно обязательно его собрать. Пазл собран, электричество восстановлено. Подходим к двери с изображением руки и с легкостью открываем ее. За этой дверью находится наш ключ на следующий уровень. Мы попадаем в основную часть фабрики. Видим панель управления, в ней не хватает 3 предохранителей. Нам нужно их найти. Осматриваем все внимательно, они могут лежать где угодно. Ищем последний предохранитель, а вот и он. Готово. Устанавливаем и открываем дверь.
Здесь находится красная рука. Забираем ее и примеряем. Теперь у нас есть 2 руки. Двигаемся дальше. Мы попадаем в комнату друга. Нужно подать электроэнергию. У нас есть 2 руки, поэтому используем их. Включаем электричество и включаем кнопку Make a Friend, чтобы запустить оборудование в комнате. Эта кнопка нажимается как настоящая. Ждем изготовления всех частей. Открываем отсеки и помещаем их в синюю вот такую улитку. Сначала голову, затем туловище и лапки. Закрываем синий отсек и ждем, пока все детали соединятся. Игрушка готова, но нам нужно ее покрасить. Отправляем ее в желтый отсек. Наша игрушка готова. Это классный котик-пчелка, милаш. Забираем игрушку и отправляемся дальше. Готовую игрушку помещаем на весы около двери. Красная дверь закрыта. Теперь нажимаем «Он», и дверь открывается, и начинается противостояние. Хаги-Ваги выпрыгивает из темноты и начинает нас преследовать. Нам нужно добраться до конца конвейерной ленты. Бросаем кубик и делаем шаги. Если попадаем на ячейки с изображением Хаги-Ваги, мы проиграли, и грозный монстр нас точно слопает. Поэтому начинаем с самого начала конвейерной ленты, пока не выиграем. Продолжаем нашу игру. Двигаемся по платформе к двери с цветком. Перед нами черная дверь. Открываем ее, открываем желтую дверь, и в витрине, в упаковке мы находим долгожданную куклу. Она и является целью этой игры. Игра окончена. Если вам понравилась моя бумажная книга-игра Poppy Playtime, ставь лайк и пиши в комментариях «Хочу туториал», и я обязательно его сделаю для тебя. Всем классного настроения и никаких стрессов. Спасибо, что с нами. До встречи на идейки за копейки. Пока!